Друзья, вот прошло немного времени, и я снова вас приветствую на канале «Разводня как хобби». Сегодня не собирался я снимать видео, хотя давно уже видео не выходило, но вот такой один интересный момент, что я хотел вам это показать. Но вначале я скажу о том, что сейчас потеплело уже на улице, начала продаваться рыбка, ну не так, как бы хотелось, ну более-менее уже на этой неделе я продал так, штук 70, наверное, ну, в общем, рыбок, ну, то есть нормально. А что хотел вам показать. Зашел я кормить рыбку и смотрю, вот смотрите, что я вижу. Сейчас я вам покажу. Вот, смотрите. В правом дальнем углу анцитрусы опять дали икру. Хотя эти буквально 2 недели назад не рестились. Ну, здесь две самочки, вот одна сидит. Вон там вторая вон на стеночке висит слева. Ну не знаю, икры так достаточно большое количество, такое как вроде бы опять он с двумя отнерестился. И вот еще один момент, сейчас я вам показываю. Так, здесь мы проходим свободно. Вот смотрите, я когда-то говорил, что вот этот батяня, вот этот огромный такой у меня там с такими большими рогами, да, он не нерестился, ну вообще давно. Потом я ему подсадил молодую самочку, даже двух. Вот одна сидит, спряталась за распылителем. И вон там вторая слева. Вот он, видно, с ними там опять что-то замутил. И опять такая кучка нормальной икры. Ну, как обычно у нас в Тернеции не дают посмотреть ничего. Но вот так я их немножко вверх поднял. Ну, вон там есть, он их там охраняет. Короче, у анцитрусов, скажем так, продолжается весна. У них брачные игры, брачный сезон не завершен еще. Вот тоже здесь у нас дядька такой сидит. Самочки его окружили. Вот одна вообще такая пузатая, видите? И вот он там сидит, загоняет их в свое жилище. Ну давайте, короче, посмотрим, как у нас чувствуют себя рыбки. Значит, ну здесь гупики, все у них нормально, более-менее, мальков дают. Вот здесь у нас Данио, видите, в основном красная, нужно как-то их взять, отсадить, скрестить, зеленых с красными, короче, всех в перемешку, потому что красные и такие чуть оранжевенькие есть, а вот зеленых как бы и маловато. Но я думаю, сделаю я это. Уже комфортно работать, тепло, уютно. Рыбки чувствуют себя хорошо. Так, спустились мы на первый, вернее, на второй ярус. Значит, что здесь у нас? Ну, здесь тоже 5 рыбок красненьких уехало тернеций. Десяток анциструсов. Ну, хотя они и такие молодые еще, ну, люди взяли на вырост, так сказать. Они достаточно долго растут. Значит, в этом аквариуме у нас коридоросы оранжи. Тоже 5 рыбок отсюда уехало. Остальные чувствуют себя нормально. Вот тернеция что-то оранжевая. Как-то себя не очень тогда. Вроде бы как, ну или там не так кажется. Ну, короче, остальная рыбка чувствует себя хорошо. Обратим внимание вот на наших старичков. Их здесь тоже уменьшилось аж на 20 рыбок. Но все равно еще количество такое нормальное. Вот одна тоже какая-то плавает интересная. Что-то у нее там рывкообразные движения. Ну, возможно, уже возраст дает свое. Но все же остальная масса рыбок чувствует себя хорошо. Так, в этом аквариуме у нас здесь тоже гуппи. И 3 анциструсов. Ну, эти пока думают. Хотя они недавно не рестились, я в одном из предыдущих видео обзоров показывал это дело. Так. Синяя и белая тоже чувствуют себя нормально. Они, понимаете, они сейчас чувствуют, что сейчас вечер, и я зашел, включил свет, и будет у них вечернее кормление. Поэтому они все как один находятся возле передней стеночки. Давайте посмотрим на другие цвета. Вот здесь, как вы уже видели, в аквариуме с икрой анциструса, вот красные, оранжевые и розовые рыбки. Ну, есть еще другие цвета, но в основном эти
преимущественно такие. Так, вот здесь у нас в соседнем вот такой контраст, да? Здесь такие красные, оранжевые, да? А здесь, хоп, синие, фиолетовые или буряковые. Ну, а, конечно, и оранжевых немножко есть. Даже желтые там проскакивают. Тоже рыбки чувствуют себя нормально. И с этих верхних аквариумов тоже уехало примерно 20-25 рыбок. Так, идем дальше. Вот еще на втором ярусе у меня здесь есть немножко неона голубого слева. Здесь взрослые несколько меченосцев. Так, здесь у нас по-прежнему компания тернеций красных, которые не хотели в свое время нереститься, я их отсадил. Коридорас и штерба слева. Ну и вон сидит в углу, там тоже чистит самочка. Вот самец слева, рогатый, черный, анцитрус. Тоже они там что-то будут мутить. Но это будет уже, наверное, в следующем видео. В этом они ничего уже не сотворят. Так, в соседнем у нас аквариуме тоже такой микс тернеции всякой разной. Тоже отсюда уехало 15 рыбок. Ну, выбрали, люди понравились им такие крупненькие. Они их взяли себе. Так, ну здесь гуппи. Несколько там крапчатых на дне, тернеций тройка самцов. И тоже есть здесь анциструсы. Думают о смысле жизни. Так, ну и конечно же показываю вам аквариум, который находится у нас в доме. Вот такое количество и разнообразие рыбы здесь. В основном меченосцы. Сами здесь они у меня размножаются, выживают. Кстати, вот вверху сейчас могу так вам показать. Там вон есть маленькие там. Ну, короче, кто спасается, тот выживает. То есть я отдельно рыбку не отсаживаю. Хотя иногда, когда нужны меченосцы там на разводне, я отсюда могу взять производителей. Самочки, вот смотрите, вот какая крупненькая, красная такая, капитальная. Ну, есть тут разные такие хорошенькие рыбки, которых можно отсадить. Вон еще с черной полосой такая поплыла. Ну, короче, вот как-то так. Все у них тоже нормально. Вот тоже они чувствуют, что сейчас будет вечернее кормление. И все они здесь на передней стеночке, одна перед одной. Вот такое количество здесь рыбки. Так, ну идемте на разводню еще посмотрим. Так, вот еще мы смотрим на тернецию такую. У нас такая крупная есть, отсюда ничего не уехало. Здесь покрупнее есть подростки анциструсов. Рыбка чувствует себя нормально. А вот здесь в соседнем вот у нас коридорасы крапчатые. Тоже 10 рыбок отсюда уехало. Преимущественно самцов я выбрал, сказали, самцов хотят. Ну, клиент сказал, все сделали как положено. И вот такое количество их еще здесь есть. Немножко тернеций. Так, и забыл вам показать еще меченосцев, которые у меня внизу на первом ярусе. Так, вот, пожалуйста, меченосцы. Вы можете заметить, что их здесь значительно меньше стало. Это говорит о том, что рыбка, конечно же, продалась. Она уже такая где-то по 3-3,5 сантиметра. Есть чуть покрупнее еще, но чувствует себя нормально. И уходит потихоньку. Вон там, конечно, еще у меня анцитрусы есть, вот парочка, самец и самка. Но они вообще ни разу еще не нерестились. Не знаю, возможно, из-за того, что они находятся внизу, мало им попадает солнца или света дневного, поэтому они не хотят. Ну вот, как-то так. Друзья, ну что, вот такое коротенькое видео получилось у нас. Посмотрели мы на икру анциструсов, посмотрели, как себя чувствует рыбка. Видите, она вся уже здесь сверху, она чувствует, что сейчас мы ее будем кормить. Но это мы, конечно же, и сделаем.
Кормление у меня занимает времени не очень много. Поэтому я сейчас быстренько, в течение 15 минут, им все дам, они будут довольны. Друзья, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Задавайте вопросы в комментариях. Не часто я на них, конечно, отвечаю, но стараюсь. Возможно, будет много вопросов накопиться. Я подготовлю отдельное видео с ответами на вопросы. У нас, как вы знаете, внизу в описании есть ссылочки на различные плейлисты. О том, как строилась разводня, как рыбку мы разводим. Вот. Там есть отдельный даже плейлист с ответами на вопросы подписчиков. Кому интересно, полистайте, зайдите, посмотрите. Там, думаю, каждый найдет для себя интересные моменты и интересные видео. Все, всем желаю удачи. Пока, до встречи на канале Разводня как хобби. Удачи всем!